Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся самой актуальной информацией на 27 декабря 2021 года. Поговорим о народном празднике Филимона в день, что в этот день обязательно нужно сделать, что ни в коем случае нельзя, чтобы не привлечь беды, проблемы и всякие препятствия в своей жизни. Также обязательно уделим внимание народному календарю и лунному календарю. Будет очень много полезной, важной, нужной и интересной информации для каждого человека. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и обязательно подпишитесь на канал Эзотерика для тебя. Здесь всегда много полезной, важной, нужной и интересной информации. Ставьте лайки и поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, друзья, 27 декабря нас всех ждет народный праздник Филимонов день. И в церковном календаре это день почтения памяти святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха и Ариана. Другие названия праздника 27 декабря: Филимон, Фирс, хозяин или Калиники. Считалось по народным приметам, что именно 27 декабря нечисть разгуливает на свободе, поэтому нужно было ее как можно скорее изгнать из людского мира, иначе она навсегда останется на земле. А в народе 27 декабря отмечали Филимонов день. И в этот день наши крестьяне, наши предки знали о том, что темные силы не побеспокоят тех людей, которые содержат себя и свой дом в порядке. Поэтому 27 декабря, в день Филимона, обязательно умывались по несколько раз в день, убирали в доме, а вечером обязательно посещали баню, где парились вениками, тем самым изгоняя из тела все плохое. Перед тем, как выходить из дома или же начиная какое-то важное дело, новое дело 27 декабря, наши предки окрепляли себя водой, куда добавляли немного и святой водички. Женщину, у которой Филимона в день начались роды, обязательно обтирали тряпицей, смоченной водичкой. Считалось, что таким образом можно было облегчить схватки. Новорожденного сразу же умывали, поскольку по народным приметам тогда в него не вселится нечисть. Если же этого не сделать, то ребенок будет расти капризным и грубым, а став взрослым, может ступить на неверную дорожку. 27 декабря наши предки очень боялись оборотней, в которых по поверьям превращались самоубийцы, умершие за 3 дня до Филимонова дня, не вступившие при жизни в брак, а также мертворожденные. Чтобы защититься и от их нападения, в темное время суток выходящий из дома человек должен был положить в карман уголек. Считалось, что 27 декабря девушек на выданье забирает себе в жены властелин темного царства, который посылает своих слуг на землю отыскать лучшую из лучших. Родители очень волновались за своих дочек, поэтому 27 декабря старались их из дома не выпускать без большой необходимости. Если же все-таки девушке надо было выйти, то мать ей на шею, кроме ее личного крестика, вешала еще и свой крестик. В день Филимона было принято читать заговоры на воду, родниковую, отстойную, а также талую и святую. Рожденные 27 декабря считалось, что это уверенные в себе, честолюбивые и целеустремленные люди. Это искренние и дружелюбные. Они искренне беспокоятся за близких и готовы оказать им бескорыстную помощь. В качестве талисмана им подходит турмалин или жемчуг.
Практически все народные приметы напоминали нам о том, что нельзя делать 27 декабря Филимонов день. И эти народные приметы связаны были с нечистой силой. По народным поверьям, нечисть, которая предыдущую ночь активно гуляла по улицам, сегодня пытается напасть на людей, чтобы помешать им в делах, а также подтолкнуть к ссорам и скандалам тех, кто держит обиду на кого-то. Спастись от влияния нечисти поможет и обыкновенная вода, которая сможет смыть весь негатив. Поэтому так важно 27 декабря перед выходом из дома и в течение всего дня постоянно окроплять себя водой из крана или же растопленной из снега, но только не отстоявшейся. Не разрешается в Филимонов день начинать и новые дела, они все будут неудачны. Также не стоит принимать и 27 декабря важные решения, и лучше вообще 27 декабря отказаться от серьезных мероприятий, особенно связанных с деньгами, иначе можно понести большие финансовые потери. Однако, если есть срочная необходимость сделать что-то важное, то необходимо сбрызнуть себя водой и сделать 3 глотка непочатой или святой воды, которую следует носить с собой в течение всего дня так, чтобы никто не видел. Приметами народными было запрещено, чтобы в Филимонов день в доме было грязно. Поэтому 27 декабря в обязательном порядке сделайте уборку, ведь нечистая сила никогда не тронет хорошего хозяина. И важно не просто подмести или пропылесосить, но и важно помыть полы, подоконники, шкафы, чтобы изгнать нечисть водой, обладающей огромной очистительной и защитной силой. Не стоит 27 декабря вспоминать людей, которые покончили жизнь самоубийством или же погибших от несчастного случая, а также умерших младенцев и не вступивших при жизни в брак. Они сегодня могут прийти в дом в виде оборотней и напугать как детей, так и взрослых. Нельзя 27 декабря ложиться спать, не приняв душ или ванну, иначе начнут беспокоить бессонница и страшные сновидения. Очень важно, чтобы в Филимонов день была и вымыта голова, так как именно в волосах обычно прячется нечистая сила, которая мешает спокойному сну. Кроме того, по поверью того человека, который не помоется в Филимонов день, позже молния убьет. Также обращаем ваше внимание, что 27 декабря не стоит употреблять спиртное. Считается, что алкоголь в этот день может нанести непоправимый вред здоровью. Этот день также плохо подходит для спонтанных покупок, но хорошо, если это будут тщательно спланированные. Также 27 декабря не рекомендуется отправляться в дальний путь. Если день начался у вас плохо, иначе поездка тоже окажется просто неудачной. И вы знаете, этот день, 27 декабря, постарайтесь провести в чистоте. В противном случае неприятности могут повалиться, как из рога изобилия. Далее, друзья, у нас с вами уже и лунный календарь на 27 декабря 2021 года. По лунному календарю нас сегодня с вами ждет 22 и 23 лунный день. Убывающая луна в знаке зодиака Весы. Сегодня у нас день мудрости и постижения новых знаний, особенно сильно проявление умственных способностей, и любые знания легко усваиваются. В этот день вы можете узнать новое о мире и, возможно, о себе. Вам может открыться тайное знание сути, могут прийти в голову новые идеи и свежие оригинальные решения. День считается весьма неблагоприятным для начала любых дел, особенно серьезных, которые имеют для вас большое значение. Приготовьтесь к тому, что информация в этот день будет обрушиваться на вас сплошными потоками, и вы должны сквозь эти лавины интуитивно услышать, уловить только самое важное, только самое нужное, что имеет непосредственное отношение к вашей жизни.
Это знаки, которые посылаются энергетикой этого дня, и они помогут вам правильно сориентироваться в сложившейся обстановке и подскажут, как действовать в будущем. Вы будете постоянно чувствовать обострившуюся сегодня интуицию, которая поможет вам в поиске правильного и нужного пути. Умейте в этот день слушать себя, чтобы вскрыть тайники своего сознания. Возможно, вам откроются такие знания, которыми нужно будет обязательно поделиться с окружающими. Знайте, что вы сможете поддержать передачу любого сегодня опыта. Только постарайтесь сделать это без всякой чванливости и заносчивости. Они не впишутся в положительный фон этого дня. Обращаем ваше внимание, что в этот день Луна дает нам возможность обрести гармоничных партнеров, быть или стать способным соответствовать требованиям общественности, создавать эффективный имидж, а также сулит успех в элитарных делах и элитных помещениях. Помогут создать хорошее настроение цветы в вазах на вашем столе, хорошая мелодия, легкое вино и сладости. Будут улучшены и отношения с близкими и родными, а также друзьями и знакомыми. Ослабеет решительная черта характера. Вам будет легко меняться принятые решения. Люди станут склонными к спорам на разные темы, но до скандалов и ссор не дойдет. Весы дают возможность примириться и быть рассудительными. Образцы старинных календарей сегодня говорят нам о том, что в такой день нужно начинать заниматься постройкой своего дома, и тогда ваш дом будет стоять долго и безопасно от огня и различных неприятностей, а живущая семья в нем будет благополучной. Будет полезным посетить места, где вы получите добро, поэтому сегодня больше путешествуйте для того, чтобы получить прибыток. И сегодня очень важно, если вы попрактикуетесь в исторических поисках и исследовании собственных корней. Попытайтесь провести архивные работы. Что же касательно, друзья, стрижки в этот день, то если вы найдете сегодня время для визита к мастеру, то знайте, что вы можете прибавить в весе. С другой стороны, стрижка этого дня будет способствовать и улучшению вашего финансового положения. Стрижка в этот день будет удачной и наполнит ваши волосы положительной энергией. Но это произойдет только в том случае, если вы предпочтете привычные прически экспериментам. Вы не только будете довольны своим видом, но и сможете улучшить свое здоровье. Также этот период хорош для наращивания волос, но будет более удачным выбор однотонных палитр. Результатом будет то, что никто не сможет заподозрить волосы в ненатуральности. Посещение парикмахера вызовет череду приятных событий. Все сложные вопросы дома и на работе разрешатся, оставив вам только хорошее настроение. Что же касательно окраски волос, то окраска натуральными красителями в натуральные цвета улучшит ваше материальное положение. А вот прическа должна быть простой и не слишком вызывающей в этот день. Нужно причесываться сегодня раза 3 в сутки. Обращаем ваше внимание, те знания, которые вы сможете получить 27 декабря 2021 года, можно использовать только во благо. Иначе такие знания могут обернуться против вас. Вот, друзья, у нас с вами такой день, 27 декабря 2021 года.